Всем привет! Вы на канале Foxy Sky DIY. Меня зовут Ксения. Здесь я делюсь тем, как создать уют в доме, не разорившись. Сегодня моя цель вернуть к жизни вот эти старенькие стулья из столовой, которые лежали без дела на чердаке уже пару десятков лет. Эту ситуацию нужно исправить, ведь перед этими стульями стоит миссия – служить верой и правдой на кухню моих друзей. При этом учтите, что я планирую обойтись минимальными затратами. Не буду тянуть время, давайте начнем. Стулья покрыты пылью, ведь вполне логично, они столько лет пролежали без дела, поэтому первым шагом будет их тщательно вымыть, ну а после разобрать. Сиденье и спинка стула прикреплены клипсами, которые легко отсоединяются с помощью отвертки. Интересный факт, такие клипсы используются при установке сидений в автомобилях. У меня пару клипс от старости сломались при разборе стула. Но знаете, где я нашла замену? Правильно, в автомагазине. У меня в планах перекрасить стулья в новый цвет, но перед этим мне пришлось помериться силами с ржавчиной. Для этого мне понадобилась наждачка, перчатки и маска. На каждый стул я потратила всего по 15 минут. И вуаля! Ржавчину я победила. Первый этап пройден. Теперь нужно обезжирить поверхность. Можно использовать White Spirit, но в моем магазине нашелся только растворитель, но он тоже для этой задачи сгодится. Краску я купила обычную алкидную эмаль темно-шоколадного цвета. Начинаю процесс покраски. Краску я немного разбавила растворителем, чтобы лучше ложилась. Ножки стула мне удобнее было красить обычной губкой. Второй слой краски я наносила губкой весь стул. Мне просто нравится фактура, которая появляется от нее. После покраски стулья у меня сохли, где-то 24 часа. Настал второй этап. Разбираюсь с сидушками и спинкой стульев. Сперва снимаю клипсы. С помощью шпателя снимаю старую обивку. Снималась она довольно-таки легко. Ранее она была посажена на клей, который явно от старости утратил свои свойства. Поролон тоже снимаю. Мне он еще пригодится. В качестве нового поролона я взяла материал со старой гладильной доски. Мне это как раз подойдет и по толщине, и по качеству. Приступаю к раскрою. В дело вступает мастер-фломастер. Вырезаю четко по намеченным линиям. В качестве облицовочной ткани у меня были остатки мебельной. Она достаточно плотная и практически не тянется. То, что надо. Оставляю припуски на глаз по 3-3,5 см от края.
Так как ткань довольно сыпучая, прижигаю ее, чтобы удобнее было работать. Перед перетяжкой ткани снимаю остатки старого клея с помощью шпателя и простого ластика. Пора приклеить поролон. Я купила обычный контактный водостойкий клей. Клей наношу сеточкой. Сперва приклеиваю старый поролон. Хорошенько прижимаю руками, чтобы клей сразу схватился. Я решила, что один поролон – это, конечно, хорошо, ну а два – это уже мягче. Новый поролон приклеиваю именно вот так, чтобы в ходе эксплуатации он не протирался. Ну что ж, почти полработы сделано. Теперь осталось прикрепить ткань. Я использую обычный мебельный степлер. У меня он один из самых дешевых. А это значит, что идеально он работать не будет. И скобы он пробивает через раз. Но главное не сдаваться. И плоскогубцы мне в этом помогут. Я прикрепляю все стороны, особо не натягивая ткань, иначе будет перетянуто. И только потом приступаю к углам. Пересмотрела, конечно, много роликов, как сделать идеальный угол. Пробую. Кстати, у меня уже был опыт реставрации стульев, только для моей кухни. Как это было, заглядывайте в описание к видео. Там я оставила для вас ссылочку. Надеюсь, у меня получилось. А вы что скажете? Возвращаю клипсы на их законное место. Чтобы прицепить сидушки на клипсы обратно к стулу, пришлось обратиться к мужской руке. Вот они, наши рыцари в сияющих доспехах. Без вас бы было нелегко, правда? Пару минут всего и готово. А теперь еще раз вспомним, с чем я имела дело и что вышло у меня по итогу. Давайте подведем итоги. Всего за 200 гривен я сумела подарить этим стульям вторую жизнь. Теперь они словно новенькие, готовы служить верой и правдой еще многие годы. А как вам такая переделка? Давайте обсудим ваши мысли в комментариях ниже. И кстати, если вы еще не подписались на канал, сейчас самое время. Так что жмите на кнопку подписки, ставьте лайк. И давайте весело проводить время вместе. Да, хорош. А? Выходь. Слышно вообще?